Арсенал потерял первое место. Неожиданный поворот в саге Мбаппе. Бавария работает над трансфером Варана. Челси в поиске топ-нападающего. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Руководство мадридского Реала может продлить контракт с итальянским главным тренером Карло Анчелотти в январе 24-го, сообщает АС. Ранее была информация о том, что летом Анчелотти возглавит сборную Бразилии. По данным источника, руководство королевского клуба в восторге от результатов работы итальянского тренера и планирует встретиться с ним перед турниром за Суперкубок Испании для обсуждения пролонгации контракта. Сообщается, что сам Анчелотти также готов к продолжению работы со сливочными и в сезоне 24-25, если ему будет предложено продлить соглашение. Голкипер МЮ Андре Онана вызван в сборную Камеруна для участия в Кубке африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба Камерунской Федерации футбола. Турнир пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре. Таким образом, красные дьяволы не смогут рассчитывать на своего основного вратаря на протяжении без малого месячного срока. Место в воротах манкунианцев, скорее всего, займет голкипер Алтай Баяндыр. На данный момент турок не провел за Юнайтед ни одного официального матча. Барселона не хочет расставаться с нападающим Робертом Левандовским, и сам игрок тоже не собирается покидать испанскую команду. При этом контракт между клубом и футболистом предполагает постепенное повышение зарплаты. В следующем сезоне Левандовский должен стать самым высокооплачиваемым игроком Барселоны. Клуб испытывает финансовые проблемы и надеется договориться с некоторыми футболистами, включая поляка, о снижении зарплаты. Руководство Барселоны может попросить Левандовского пойти на уступки, используя для этого хорошие отношения с его агентом Пинни Захави. Сейчас поляк проводит второй год в испанской команде, а снижение зарплаты, о котором попросит клуб, начнется со следующего сезона. Контракт Левандовского с Барсой рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на 1. Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан имеет шансы на переход в Баварию. Об этом сообщает журналист Экрем Канур. По его информации, мюнхенцы прорабатывают детали возможного трансфера. В январе немецкий клуб может выйти на руководство Красных Дьяволов с конкретным предложением. Ориентировочная стоимость игрока – 25 миллионов евро. Ранее сообщалось о желании Варана продолжить карьеру в клубе из Саудовской Аравии. Челси определился с ключевыми трансферными целями на предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает 90min. По информации источника, лондонский клуб намерен усилить позицию вратаря, правого защитника и нападающего. Что касается укрепления правого фланга обороны, в первую очередь аристократы рассматривают приобретение защитника Астон Виллы Мэтти Кэша. В английском футболисте видят подходящего кандидата для замены Риса Джеймса. В качестве потенциального усиления атакующей зоны Челси рассматривает форвардов Наполи и Интера, Виктора Осимхена и Лаутаро Мартинеса. А подходящего кандидата на роль первого номера команды боссы видят в голкипере Атлетико Унаи Симоне. Также синие наблюдают за прогрессом вратаря Валенсии Георгия Мамардашвили. Защитник Тоттенхэма Эрик Дайер в предстоящее зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. В подписании футболиста заинтересован ряд команд из АПЛ и итальянской серии А. Шпоры будут готовы расстаться с англичанином в январе, так как летом он может покинуть клуб на правах свободного агента. Дайер выступает за Тоттенхэм на протяжении 9 лет. В текущем сезоне защитник провел за Шпор лишь 3 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нападающий ПСЖ Кильян Мбаппе может летом на правах свободного агента перейти в Барселону, сообщает Эль Мундо Депортиво. По информации источника, несколько недель назад президент каталонцев Жоан Лапорта провел встречу с главой Реала Флорентино Пересом. На ней стороны пришли к соглашению, что если каталонцы продолжат поддерживать мадридский клуб в создании Суперлиги, сливочные откажутся от варианта с подписанием Мбаппе и посоветуют окружению француза подписать контракт с Барселоной.
Кроме того, в материале отмечается, что в канун 125-летия Барселоны было принято решение выделить около 1 миллиарда евро, которые будут получены через Суперлигу. Ключевую роль в возможном переходе французов в стан каталонской команды может сыграть экс-тренер Барсы Луис Энрике. Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает в конце нынешнего сезона. С 1 января француз имеет право вести переговоры о подписании контракта с другим клубом в летнее трансферное окно. Суперлига отреагировала на обращение УЕФА к Европейскому суду с просьбой изменить пресс-релиз по делу Суперлиги. Справедливость сказала это очень ясно и не вызывает никаких сомнений. УЕФА больше не может угрожать или налагать санкции на клубы, которые хотят продвигать альтернативные соревнования. И сейчас УЕФА продолжает оказывать давление на клубы и, что удивительно, на сам Европейский суд. Приводят заявление Суперлиги Sport.ES. Главный тренер Тоттенхэма Ангелос Постекоглу высказался об основной стратегии клуба в предстоящее зимнее трансферное окно. На трансферном рынке нам нужно действовать как можно оперативнее. Не из-за потери Ромеро, я просто не понимаю, зачем терять время. Мы постараемся подписать необходимых футболистов как можно быстрее, приводит слова Постекоглу журналист Фабрицио Романо. Ливерпуль продвинулся в переговорах по трансферу центрального защитника Спортинга Гонсалу Инасио. Об этом сообщает Экрем Канур. По его информации, мерсисайдцы намерены оказать Арсеналу серьезную конкуренцию в борьбе за подписание футболиста. Отмечается, что за игроком обороны продолжают наблюдать Реал, ПСЖ, МЮ и Тоттенхэм. Стоимость футболиста по данным Трансфермаркт 30 миллионов евро. Алексей Миранчук может вернуться в Торино в зимнее трансферное окно. Туринский клуб хочет вновь арендовать футболиста, информирует Тута Аталанта. Согласно их сведениям, в услугах Миранчука заинтересован непосредственно главный тренер Торино Иван Юрич. Наставник считает, что российский полузащитник может дать новую жизнь атакующей линии туринской команды. С помощью Миранчука тренерский штаб клуба намерен решить проблему с созданием опасных моментов. Завершился матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором Арсенал принимал Вест Хэм. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Эмирейтс и завершилась победой гостей со счетом 2-0. В составе победителей забивали Томаш Соучек на 13-й минуте и Константинос Мавропанос на 55-й. Таким образом, Арсенал потерпел второе поражение за последние 4 матча в чемпионате. Вест Хэм, в свою очередь, продлил победную серию до 3 матчей. Канониры не смогли вернуться на первое место чемпионата. Команда занимает второе место, набрав 40 очков. А молотобойцы поднялись на 6-е место, набрав 33 очка. В следующем туре АПЛ Арсенал встретится с Фулхэмом, а Вест Хэм проведет матч с Брайтоном.